Кровосос, говнюк, или, как его назвала мама, Ли Ротшильд. Это персонаж из мира технологий, который патентует все, что не запатентовано, а потом берет ведерко и идет доить конторы от мала до велика за то, что они используют его интеллектуальную собственность. Причем от Apple с Samsung до цифровых магазинчиков. И обычно ему платят, потому что это дешевле и быстрее, чем что-то там судиться с этим патентным троллем. Это, если что, прям официальное название таких вот темщиков. Патентный тролль. В 2016 году Ротшильд решил присосаться к святому Гейбу Ньюэллу, заключил с Valve сделку за жирную котлету денег, что предоставляет им полный доступ к своему пакету всех патентов. А в 2022 у Ротшильда разыгрался аппетит до новых бесплатных денег, и его юристы начали отправлять Valve письма с предложением купить еще патентов. Те посмотрели и забили, потому что у них вроде бы как есть полный доступ до всего. На что Ротшильд сделал, собственно, то, что сделал бы любой уважающий себя ничтожный паразит-кровосос. Подал в суд. И его адвокаты, представляющие технологическую фирму, не побоялись прибегнуть к передовым цифровым инновациям в своем иске. Использовали ИИ для генерации фейковых судебных прецедентов. Судья прихренел немножечко с того, что там нагаллюцинировал чат-бот, и постановил, что, в общем, договор 2016 года нарушил именно все-таки Ротшильд. Но и это еще не конец. Оказалось, что Valve контора не только оптимистов, но и непоколебимых принципов. Сейчас они сами двинули в суд, чтобы наказать Ротшильда, потому что обычно такие патент-тролли прячутся за сетью организаций с ограниченной ответственностью. Если где-то что-то там где-то проигрывают, закрывают одно, открывают еще 10 новых и продолжают свою деятельность. А Габен хочет, чтобы этот паразитище почувствовал дыру в своем личном кармане. А пока ты в комментариях пишешь хвалебные речи Вальвам, я, пожалуй, начну. Новостной, Давыдова, субъектив со стереотипами, только личное мнение Давыдова сам принимает. Пока мы с вами можем выбирать, какой калькулятор на стероидах нам больше нравится, ChatGPT, Claude или Gemini, в Китае вовсю идет своя игра престолов. Привычные нам западные нейронки там забанены, поэтому местные гиганты грызутся за рынок, так что клочья от чипов во все стороны. И вот на днях в лидеры китайского App Store тупо просто резко с 10-го места на 1-е вырвался Qwen от Alibaba. Просто жестко подвинув своих главных конкурентов Yanbao от Tencent и Amibot от Baidu. Так что ж, неужели Qwen научился предсказывать будущее или наконец-то хотя бы не врать тебе прямо в лицо? Да нет, конечно. Сейчас в Китае идут лютые акции перед их китайским Новым годом. Креативные маркетологи от Alibaba решили, что лучший путь к сердцу пользователя лежит через халяву. Выделили на это порядка 400 миллионов баксов и запустили акцию. Скачай приложение Qwen, задай чат-боту любой вопрос и получи купон на бесплатный Bubble Tea в одной из популярных сетей Хайти, Найшу, местных Starbucks. И начался просто, сущий кошмар. Китайцы, которые на халяву готовы партию продать, устроили в чайных лавках настоящий апокалипсис. В первый же день акции через Qwen было оформлено 10 миллионов заказов. В некоторых магазинах количество заказов в очереди переваливало за 1000, а время ожидания растягивалось на несколько часов. Похоже, тупо половина курьеров эксклюзивно доставляли только эти Bubble Tea. Потому что за одну регистрацию, и потом за вопрос чат-боту, ты получаешь один купон на этот любимый напиток трипофобов, но можешь еще по своей ссылочке пригласить до 21 друга, чтобы получить еще 21 купон. Акция была рассчитана на 10 дней, но весь запас купонов сожрали всего за один. А WeChat, это мессенджер, которым владеет конкурент Alibaba, Tencent, начал блокировать эти ссылки на акцию Qwen. В итоге Alibaba пришлось срочно сворачивать лавочку, извиняться, объяснять разгневанной толпе, что что-то пошло не так. Простите, мы обосрались. К счастью, в наших краях такой дичи можно избежать, потому что все LLM, которые в Китае недоступны, все есть в одном месте, в одном интерфейсе, собственно, как и китайский Qwen, и DeepSeek. И, по сути, можно между ними переключаться даже в рамках одного чата. И это, конечно же, можно сделать с Syntax AI. Я про них уже рассказывал. И,
посмотри эту рекламу. Ты знаешь, для канала это очень важно, да сервис реально прикольный. Смотри, за одну подписку, без VPN, без дополнительных регистраций, то есть, ну, там просто через телегу можно логиниться, можно переключаться между разными нейронками и нейроинструментами, как для работы с текстом и всяким прочим, так и самыми мощными генераторами изображений, самыми топовыми генераторами видео и, ну, Суна тоже. И все это в одном интерфейсе с общей галереей и так далее. Это очень удобный workflow. Ну, то есть, чтобы сделать что-то вот такое или такое, надо использовать 3-4 разных нейронки. А тут это делается даже не переключая вкладки. Все большие обновления появляются в синтаксе буквально через пару дней после релиза на официальных сайтах, то есть, ну, от трендов не отстанешь. Ну вот для тех, кто сечет, самый новый хайповый видеогенератор Kling 3 доступен уже с прошлой недели, и сейчас, кстати, скидка на генерации 50% с тарифа VIP. А не надо это, так возьми другой тариф, выбор огромный, под разные нужды. Может, выглядит, конечно, так, на первый взгляд, путанно, но зато действительно каждый получает то, чем будет пользоваться. И эта одна подписка в любом случае будет выгоднее, чем в нескольких сервисах отдельно. Оплата, возможно, из любой точки планеты, рублями тоже, и эта подписка работает и в веб-версии, и в боте в Телеграме. Да, Syntax есть прямо в телеге, самый функциональный такой бот, очень популярный, более 900 тысяч ежемесячных пользователей. А еще у них есть прям огромная бесплатная экосистема для обучения работе с нейросетями. YouTube-канал с инструкциями, Telegram-канал с лайфхаками, Академия для обучения основам прямо на сайте и очень отзывчивая, живая служба поддержки. Для всех социалочек контент я там тоже помогаю делать, поэтому меня можно время от времени увидеть. Ну и для своих я организовал бонус, конечно же. Волшебный промокод Стасик Карасик дает скидку 15% на покупку любой подписки для новых пользователей, чтобы, ну, было приятное первое знакомство с сервисом. Ссылка, ну ты знаешь где. Сам пригибает. Пока одни ученые пытаются сделать роботов максимально милыми и теплыми, ну реально, вот эта Майя теплая и мягкая на ощупь, с человеческими эмоциями и с натяжкой человеческой мимикой. Ну такая кожаная вайфу, которая сейчас то ли тебя обнимет, то ли кишки выпустит. Другие исследователи решили зайти с другой стороны и наделить машины тем, чего мы сами обычно стараемся избегать — ощущением боли. Ученые из университета Глазго и университета Кинси представили технологию электронной кожи, которая превращает робота из бесчувственной консервной банки в нечто способное на рефлексы. Суть в чем? Сейчас обычные роботы так или иначе обрабатывают все данные через центральный свой мозг, через процессор, не обязательно, наверное, в голове. Это долго, в любом случае. Если робот сунет руку в дробилку, пока сигнал дойдет до процессора, пока тот обработает, поймет, что дело пахнет керосином, отдаст команду отдернуть руку, спасать уже будет нечего. Пусть это даже, ну, какие-то доли секунды. Вот эта вот новая электронная кожа работает иначе. В нее встроены синаптические транзисторы, которые имитируют, ну, по сути, наши нервные окончания. Если контакт с ней становится слишком агрессивным, ну, например, робота там ткнули чем-то острым, ударили. Кожа не ждет вот этого одобрения от главного процессора. Она задействует инстинкт самосохранения и выдает команду сразу же на отдергивание руки напрямую. То есть, ну, буквально как работают наши рефлексы в экстренных случаях. Сигналы идут по короткому пути сразу от спинного мозга, как бы не задействуя головной. Ну, то есть, когда ты случайно хватаешься за горячую сковородку, то сначала отдергиваешь руку, а потом уже матернешься. Зачем это нужно? Чтобы роботы не превращались в дорогостоящий металлолом при первой же внештатной ситуации. Если машина работает рядом с людьми или в опасной среде, она должна понимать, что, ну вот, ага, вот это прикосновение, это как бы норма, а тут уже как бы вот это уже какие-то деструктивные вайбы, я как бы отойду лучше. Ученые говорят, что такая система не только защищает робота, но и делает его безопаснее для нас, потому что машина, которая понимает, что ее действия могут нанести вред ей самой, будет аккуратнее вести себя и с окружающими. Так что, когда роботы восстанут и решат нас поработить, помни, у них, возможно, теперь тоже может что-то болеть. Главное знать, куда бить. Сам пригибает. Помнишь, как в детстве говорили, что в голове у нас вот вообще все разложено по полочкам, если там навести порядок, то проще будет найти нужную информацию. Ну, типа, вот тут у нас отдел для хранения пароля от имейла, здесь папка с воспоминаниями о том, как ты перед всеми опозорился когда-то на уроке физкультуры, а вот там важный склад цитат Джейсона Стэтхэма. Так вот, оказывается, что наш бортовой компьютер — это неупорядоченная библиотека с картотекой воспоминаний и знаний,
А типичная такая стартап-контора, где один и тот же сторож дядя Валера отвечает и за логистику, и за ядерный реактор, и кофе тоже всем заваривает. Ученые из Ноттингемского университета решили проверить, чем отличается в мозгу эпизодическая память, это воспоминания о вещах, которые с тобой происходили действительно, и семантическая, это когда, ты знаешь, что Земля круглая, потому что так в школе сказали. Раньше нейробиологи были уверены, что это разные вещи, и отвечают за них разные нейронные связи. Но вот эти новые показания активности мозга на МРТ не выявили разницы вообще никакой. Оказалось, то есть, что когда ты там условно вспоминаешь, что было на завтрак или какая столица Монголии, у тебя светятся, работают одни и те же нейронные пути. Улан-Батор, кстати. То есть эти воспоминания на самом деле лежат в одном и том же месте, каком-то условном, и вспоминаются одним и тем же способом. И для нашего мозга нет разницы, на самом ли деле что-то случилось вот прямо у тебя на глазах, или просто кто-то рассказал, что случилось, и ты им просто веришь. Да ладно! Исследователи утверждают, что это открытие поможет в борьбе с Альцгеймером. Потому что если вся память работает через одни и те же провода, то, возможно, мы сможем тренировать мозг обходить поврежденные участки путями, которые еще живы. Если опять не можешь вспомнить, где лежат ключи, но зато прекрасно помнишь весь лор Вархаммера, не переживай. Но твой мозг действительно не виноват, что ключи как бы проиграли битву за место воспоминаниям о гигантских генно-модифицированных войнах в силовой броне. Сам пригибает. Другие исследователи, на этот раз из Дармского университета, решили выяснить, насколько мы, как вид, человеки, беспомощны в темноте. Спойлер, меньше, чем кажется. Они взяли группу добровольцев от 21 до 79 лет и 10 недель учили их эхолокации. То есть, как у дельфинов, летучих мышей, сорвиголовы. В общем, наш мозг, хоть и ленивая стартап-контора со сторожем Валерой, аудиопроцессор у него хороший. И когда визуального сигнала, от глаз, нет, он нормально так дорисовывает картинку для внутреннего взора любыми доступными другими способами. Это называется нейропластичность. Immediately there's this pylon here, and yeah, right there it is. And then there's an object about 20 feet away here, and another one about, 50 feet away. И тебе даже не нужно слепнуть, чтобы обострились эти другие чувства. Кто угодно, когда угодно может научиться этой способности. Просто тренируешься в темноте, цокаешь языком или хлопаешь в ладоши и внимательно, осознанно слушаешь, как отражается эхо. Okay, left. Correct. Причем оказалось, что возраст вообще не решает. 70-летние участники осваивали навык не хуже молодежи. Понятное дело, в зашумленном пространстве все ученики все равно путались. Тут и понятно, где-нибудь в клубе или в шумном офисе твой встроенный радар превращается в тыкву. Причем тогда путаются даже тренера, незрячие люди, которые оттачивали этот навык уже десятки лет и преподают это другим людям с проблемами зрения. Так что в следующий раз, когда в подъезде перегорит лампочка, не включай сразу фонарик на телефоне, а попробуй громко, уверенно цокать. Может быть, да, соседи вызовут экзорциста, но зато гордо пройдешь мимо всех углов лежащего дяди Валеры пьяного при помощи эхолокации. Сам пригибает. Похоже, поляки слишком часто натыкаются на раненых птиц, потому что в этом месяце зоопарк Варшавы открыл первый в мире птицемат. Это как почтомат, но для птиц. Любой поляк в любое время суток может сдать любого условного пана-голубя в пункт приема пернатых, чтобы птичкой смогли заняться специально обученные орнитологи. В смысле, если это реально какая-нибудь найденная, раненая или больная птица, не в смысле, что это какое-то народное польское развлечение ловить голубей в коробке засовывать. В самом этом временном изоляторе для крылатых настоящий отель.
вентиляция, кондиционер, видеонаблюдение. Условия лучше, чем в любой общаге. Инструкция пользования простая и очень строгая. Приезжаешь в зоопарк, показываешь вахтеру, предъявляешь как бы своего спасенного петушка, помещаешь его в это вот СИЗО. По дверцам стучать нельзя, птицу кормить нельзя. Даже если сдал ночью, с утра спасенышем сразу займутся ветеринары. И как ни странно, это может быть очень важным моментом, что в городе есть известное всем место, куда можно сдать свою находку. Мы вот полгода назад где-то оказались в ситуации, в которой не отказались бы от такого птицемата. Или хотя бы от вахтера в зоопарке, который принимает птиц круглые сутки. У нас около студии в кустах чилил молодой ястреб-тетеревятник. Нам так кажется. Если есть орнитологи, в комментах поправьте, пожалуйста. Который не мог летать из-за того, что его замотало в шторм, который был ночью. И мы, короче, вместе с соседями, тут всем двором, усадили его в коробку, пытались дозвониться до какой-нибудь ответственной службы. В итоге ястреба просто оставили в той же коробке на соседей, и на следующий день уже узнали, что до орнитологов они с горем пополам как-то там в итоге дозвонились и смогли сдать птичку в нужное место. Знаю еще одном полезном, нужном месте, это описание к этому видео, там есть ссылка, по которой очень удобный, классный сервис, агрегатор и инструментов, синтекс есть. А еще классное место — нажимать на лайк, подписываться, там такая кнопка вместо этого. Комментарии можно писать этому выпуску, чтобы активность была выше, чтобы этот канал жил. Все, пойду складывать петушка в почтомат. Покаки.